Добрый день, меня зовут Ольга. Мы находимся в отделе ГУР Декор, декоративные штукатурки. Сегодня мы с вами будем наносить один из самых любимых материалов наших покупателей, это мармура. Мы нанесем такой распространенный очень образец, для чего нам потребуется под мармуру. Что мы должны сделать? Стена должна быть ровненькая, шпаклеванная, акриловой или латексной шпаклевкой. Это очень важно. Не должна быть на стене универсаль. Вообще, когда вы наносите тонкие материалы, да, я вообще, скажем так, не любитель универсальной вот этой шпаклевки, гипсовой универсаль. Я ее не любитель. Но дело не в этом. Вообще сюда не подходит она. Универсаль сюда не подходит. Это вот должны запомнить раз и навсегда. Здесь должна быть акриловая или латексная шпаклевка, как под шелк, как под бархат, как под венецианскую штукатурку. Универсаль не подходит, под мармура в том числе не подходит. Стена у нас штукатуренная, грунтованная, шпаклеванная, грунтованная. Дальше мы наносим вот такой материал. У нас теперь есть праймер. Мы его используем как грунтовку, она белого цвета, она же у нас является фоновой подложкой. Ее можно заколеровать, вот такая праймер, Effectum торговая марка. Наносим ее как грунтовку. И придаем белый цвет стене. Вот так вот выглядит. Вот. Праймер, грунт. Грунтовка в белом цвете. Пока грунтуем, пару слов о мармура. Эта штукатурка наносится тонким достаточно слоем. У нее расход от 600 грамм примерно. Даже от 300, я бы сказала, в некоторых случаях, когда мы ее вместо венецианской используем. Ну, средний фактурненький слой от 600 грамм и до килограмма. То есть кило 200, полтора его за один раз накладывать не нужно. Это будет толсто. Нам не нужно толсто, нет в этом смысла. И материалы для жирных слоев есть другие, а мармура он тоненький. Тоненький эластичный материал. Вот что мы сделали. Мы загрунтовали стену, придали ей белый цвет и ждем высыхания. После полного высыхания вы его видите на глаз, вы его трогаете руками. Вы точно уверены, что высох наш праймер. И тогда мы наносим штукатурку. Штукатурка акриловая, мармуром. Вот такой материал. Он очень эластичный, видите? Вот он какой. Он похож на венецианскую штукатурку чем-то, смахивает. Но он выдерживает более плотные слои. Мы его наносим тоненьким слоем. С верхнего левого, например, угла начинаем. И наносим. Прорабатываем сразу все углы, верха, внутренние и наружные углы. Теперь мы можем взять немножечко материала и вот так вот просто протягиваем его. То есть вот так. Мы просто немножечко добавляем, видите, фактурку. Дальше продолжаем. Следующий участок, небольшой. Соединяем мы эти два участка между собой, пока штукатурка сырая. Когда она не высохла, тогда мы ее и соединяем. Можно немножко взять штукатурки на кельму и вот так вот формируем рисунок. Вот так. Хаотично прямо. То есть вправо, влево, вверх, вниз. Вот так вот штукатурка тянется за кельмой. И создается такой вот хаотичный рваный рисунок. Фактура. Кельму нужно периодически протирать, чтобы на ней не было высохших каких-то сухарей. То есть берем штукатурку, немножко кладем сюда. На участок вам так легче. Кто-то, может, не будет ложить, а сразу прям будет чуть пожирнее делать и наносить. Вам надо почувствовать, как вам легче. То есть, вот смотрите, грубо говоря, вам легче вот такой слой жирный положить. Вот. И протянуть немного его. Вот так.
Или вам легче сделать потоньше? Пусть каждый поймает свою толщину. Сделать потоньше, немножко взять материала и вот так вот добавлять. У каждого будет по-своему. Главное соблюдать хаотичность. Вправо-влево, вверх-вниз, чтобы разное было направление руки, разнонаправленное. Еще, когда вы приглаживаете, да, формируете вот этот рисунок, не надо на него сильно давить. Слегка прикоснулись и потащили. Слегка прикоснулись и потащили рисунок. Вот так, фактуру. Если вы будете сильно давить, вы просто снимете все, что вы нанесли. За штукатуркой декоративной наблюдаем издалека. Стоите, допустим, на стремянке или на чем вы там стоите, на столе, на табуретке, неважно. Делаете, слезли, посмотрели издалека. Нравится, не нравится. И оставляем полностью сохнуть. После того, как наш мармура полностью высох, до завтрашнего дня, вы уже видите, у нас наступил следующий день. Мы снова наш воск берем, о котором мы, в принципе, в каждом видео говорим. Это воск, вот такой вот восковая эмульсия, который мы одновременно патинируем и одновременно придаем ей защиту штукатурки нашей. Так, мы его заколеровали уже, он у нас готов. Желтенький такой цвет. Нету у нас в отделе еще желтых, поэтому почему нет? Почему не желтый? Желтый и немножко золотяшечки будет. Берем губочку, намочили ее сначала в воде, выжили, чтобы губка не впитывала много в себя материала. Дальше мы эту губочку макаем и просто вот такими круговыми движениями втираем. То есть он такой светленький, золотистый цвет. То есть если вы видели, да, изначально помните, что там был материал белый, и мы немножко только давали ему фактуру, чуть-чуть. Расход у нашего мармура в данном случае будет примерно 700 грамм. То есть сначала мы использовали праймер-грунт. После высыхания праймер-грунта мы наносили декоративную штукатурку тоненьким слоем. И кельмой плоскостью, ну просто вот так хаотично формировали небольшую фактуру. Сейчас мы такой слегка желтенький цвет ей придадим и покроем немножко лазурью золотистой, бриллиант золотой. Это просто для разнообразия в вашу копилку. Для того, чтобы вы понимали, что штукатурку можно наносить простыми достаточно способами. Просто вошкая с кельмой по стене. Так, еще один момент. Для тех, кто самостоятельно это хочет сделать, но будьте аккуратны все равно. Начинайте с маленькой стены или пробуйте где-то на образце. На самом деле, когда человек уже работает с декоративными покрытиями и имеет какой-то опыт, или он просто штукатур-маляр, ну то есть человек знает, что такое шпаклевка, что такое вообще стена, что такое объем. Для него это будет гораздо легче, чем если у вас нет опыта совсем. Вот данная штукатурка декоративная все-таки, то есть важна цель сделать ее во всю стену безотрывно, то есть начали прямо и не отходим от стены, пока не закончили, не дошли до угла. И наносить ее нужно в шахматном порядке небольшими участками. Нанесли участок, рисунок сформировали, сразу следующий нанесли, сформировали рисунок, соединили. Уходим вниз именно в шахматном порядке, не давая материалу засохнуть, иначе у вас будет переход. Все равно практически каждая фактура, если наносить ее неправильно, она вот этот даст переход, когда соединение идет. То есть один край у вас высох, и вы на этот сухой край сырой еще накладываете, и вот такой нахлест получается, и вот это соединение, оно видно. Поэтому пробуйте на маленькой, нужно с ней знакомиться, почувствовать, как она высыхает, почувствовать, как кельму нам держать. Ну, то есть тут очень много нюансов. Вообще очень рекомендовано, конечно, нанимать специалистов. Но если вы очень хотите, то пробуйте с маленькой стены.
И задавайте вопросы в комментариях. Мы отвечаем, у нас хватает времени на ответы. По-моему, всем отвечаем. Если кого-то забыли, извините, но, по-моему, всем. Всем, кто задает вопросы, имеется в виду. Так, теперь, если мы посмотрим, вот у нас где-то местами получается цвет поглубже, а где-то с верхушечек белесый проступает. Вот так примерно выглядит фактурная штукатурка. Такое двухцветие у нее эффект. И теперь минут 15 подождем. Ну, я подожду минут 15, вы там покрывайте, продолжайте до конца. Дальше нанесем немножечко лазури золотистой. А теперь покроем немножко. Пишется уже все? Да. А теперь немножко покроем золотистой лазурью. Просто немножко придадим ей блеска. Искрящегося такого блеска. Лазурь, она прозрачная, она не дает никакого цвета, она просто дает блеск. То есть либо это будет равномерный блеск лазурь, равномерный блеск, либо это будет такой искрящийся бриллиантовый блеск. Вот слегка-слегка покроем. Вы даже, возможно, и не очень-то и увидите, что мы тут покрываем. Только на финише уже, когда фото мы сделаем с разных ракурсов, что она блестит. То есть, когда она подсохнет, вот. Вот так вот губочкой покрываем. Излишки у нас желтого цвета уходят. И появляется такой блеск. Вот как-то так. Простой достаточно образец. Нанесли. Если будут вопросы, задавайте в комментариях. Мы чем поможем, чем можем, тем поможем. Ответим. Все, что знаем, тем поделимся. Мы находимся в строительном центре «Гвоздь», это город Ижевск, улица Удмуртская, 304. Наш офис 108. Мы рады новым клиентам, новым партнерам. Мы рады новым мастерам по нанесению, дизайнерам. То есть мы вас здесь встретим, мы с вами пообщаемся. Приходите к нам. И всем пока. Кстати, да, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк.